Урок 1. Сила эмпатии. Привет, Анна. Вы когда-нибудь замечали, как люди по-разному реагируют на определенные ситуации? Привет, Джон. Да, интересно, как наша реакция может отличаться от человека к человеку. Вам когда-нибудь хотелось смеяться, когда кто-то упал? Ах да, сначала возникает инстинкт смешного, но потом возникает беспокойство. Точно. Мы часто беспокоимся, что они могли навредить себе. Удивительно, как наши эмоции могут измениться за считанные секунды. Иногда реакция людей раскрывает лежащее в их основе сочувствие. Можете ли вы привести пример? Это показывает, как сочувствие может повлиять на нашу реакцию на чужие несчастья. Эмпатия позволяет нам общаться с другими на более глубоком уровне. Это помогает нам понять их эмоции и переживания. И это напоминает нам о том, что нужно относиться к другим с добротой и состраданием. Давайте поднимем воображаемые флаги сочувствия и постараемся понять и поддержать других. Урок 2. Волнение у новобрачных. Привет, Анна. Вы когда-нибудь замечали, как пары часто нервно улыбаются в день свадьбы? Привет, Джон. Да, жених и невеста часто испытывают некоторое беспокойство в такой важный день. Они вступают в новую главу своей жизни, наполненную волнением и ожиданием. Понятно, что они могут испытывать смесь эмоций. Они улыбаются друг другу, но за их глазами виден намек на нервозность. Это важный момент, и здесь столько ожиданий и давления. Они хотят, чтобы все прошло идеально и чтобы их особенный день запомнился надолго. Им важно не забывать получать удовольствие от путешествия и не слишком зацикливаться на деталях. Совершенно верно. Речь идет о том, чтобы отпраздновать их любовь и приверженность друг другу. И нервничать – это нормально. Это говорит о том, что они действительно заботятся о важности события. Давайте поднимем наши воображаемые тосты за пары, которые с радостью и стойкостью вступают в день свадьбы. Урок 3. Освоение чисел. Привет, Анна. У тебя есть какие-нибудь советы по эффективному запоминанию чисел? Привет, Джон. Есть разные методы, которые можно попробовать облегчить запоминание чисел. Должны ли мы просто повторить цифры про себя? Повторение может быть полезным, но, возможно, это не самый эффективный метод для всех. Итак, лучше ли придавать цифрам какое-то значение? Точно! Создание ассоциаций или визуализаций может помочь в запоминании чисел. Можете ли вы привести пример? Допустим, вам нужно запомнить число 1492. Вы можете связать это с открытием Америки Христофором Колумбом в том же году. Ах, если прикрепить его к историческому событию, оно станет еще более незабываемым. Точно! Личные связи или яркие изображения могут повысить уровень удержания. Что если нам нужно запомнить более длинную последовательность чисел? Вы можете разбить их на более мелкие части или создать историю,
используя цифры. Звучит интересно. Это добавляет повествовательный элемент в процесс запоминания. Так и есть. Наш мозг, как правило, запоминает истории лучше, чем изолированную информацию. Давайте повысим уровень воображаемой памяти и изучим творческие способы запоминания чисел. Урок 4. Влияние СМИ. Привет, Анна. Вы слышали об опасениях, что жестокие сериалы делают людей менее чувствительными к насилию? Привет, Джон. Да, эта тема вызвала споры и дискуссии. Некоторые утверждают, что насилие по телевизору заглушает наше сочувствие к насилию в реальной жизни. Это обоснованное беспокойство. Постоянное знакомство с графическим контентом может снизить нашу чувствительность. Означает ли это, что люди меньше подвержены насилию? Это возможно. Чрезмерное воздействие может снизить эмоциональное воздействие ситуаций, связанных с насилием. Итак, что мы можем сделать, чтобы сохранить чувствительность и сочувствие? Одним из подходов является ограничение количества потребляемых нами жестоких СМИ. В этом есть смысл. Внимательное отношение к выбору СМИ может оказать значительное влияние. Кроме того, участие в мероприятиях, поощряющих сочувствие и сострадание, может помочь уравновесить последствия. Любите волонтерство или участие в общественных проектах? Точно! Активно способствуя позитивным переменам, мы укрепляем наше чуткое отношение к благополучию других. Давайте поднимем воображаемые флаги сочувствия и обратим внимание на то, какие средства массовой информации мы используем. Урок 5. Магия голосовой почты. Привет, Анна. Вам когда-нибудь приходилось отправлять сообщение прямо на чью-то голосовую почту? Привет, Джон. Да, бывают случаи, когда оставить голосовую почту удобнее, чем позвонить в реальном времени. Есть ли способ обеспечить прямую отправку нашего сообщения на голосовую почту? Абсолютно. Вы можете настроить свое сообщение так, чтобы обойти звонок и перейти непосредственно на голосовую почту. Как нам это сделать? Один из способов заключается в добавлении специального символа или символа перед номером телефона получателя. Интересно, работает ли он для всех телефонных систем? Это работает для большинства систем, но всегда полезно проверить, поддерживает ли оператор связи получателя эту функцию. Таким образом, используя эту технику, мы можем оставить сообщение, не беспокоя человека. Верно. Это позволяет им слушать сообщение в удобное для них время. Есть ли другие советы по созданию эффективных голосовых сообщений? Сделайте сообщение кратким и понятным, не забудьте указать свое имя и контактную информацию. Это важно для того, чтобы они могли легко связаться с нами. Действительно, очень важно соблюдать этикет и оставлять профессиональное или вежливое сообщение. Давайте поднимем наши воображаемые флаги голосовой почты и овладеем искусством прямого обмена сообщениями. Урок 6. Героическая жертва. Привет, Анна. Вы слышали о невероятной истории человека, который целыми днями не спал, чтобы помочь раненым? Привет, Джон. Да, это вдохновляющая история о самоотверженности и мужестве.
Проживать без сна целыми днями звучит непросто. Как этот человек справился? Уделение приоритетного внимания благополучию других людей требует огромной самоотверженности и целеустремленности. Предоставляли ли они какую-либо другую помощь, кроме бодрствования? Да, они даже сдали свою кровь, чтобы помочь раненым. Это действительно замечательно. Их действия, должно быть, спасли много жизней. Совершенно верно. Их самоотверженность и быстрое мышление дали раненым больше шансов на выживание. Невероятно, как самоотверженность одного человека может оказать такое значительное влияние. Действительно, это напоминает нам о силе сострадания и о том, на что мы можем пойти, чтобы помочь другим. Давайте поднимем плащи наших воображаемых героев и почтим память тех, кто делает все возможное, чтобы спасти жизни. Урок 7. Путь к инновациям. Привет, Анна. Знаете ли вы, что разработка автомобиля заняла много времени из-за его сложного характера? Привет, Джон. Да, автомобиль — это чудо инженерной мысли, состоящее из тысяч деталей. Удивительно, как такие изобретения, как автомобиль, проходят эволюционный процесс. Совершенно верно. Требуется время, чтобы доработать и усовершенствовать дизайн и функциональность. Возникли ли на этом пути какие-либо особые трудности? Действительно, много проблем. От повышения эффективности двигателя до обеспечения мер безопасности. Я могу себе представить, что это потребовало тщательного тестирования и экспериментов. Да, инженеры и изобретатели посвятили годы исследованиям и разработкам. Поразительно, как далеко мы прошли путь от ранних автомобилей до современных автомобилей. Действительно, технологические достижения произвели революцию в автомобильной промышленности. Давайте поднимем наши воображаемые флаги инноваций и оценим изобретательность автомобиля. Урок 8. Победа над природой. Привет, Анна. Знаете ли вы, что плохая погода задержала замечательное купание на несколько дней? Привет, Джон. Да, просто невероятно, как природа иногда может бросить вызов нашим планам. Могу представить себе разочарование пловцов, ожидающих подходящих условий. Совершенно верно. Но в ночь на 8 сентября погода наконец прояснилась. Наверное, это был момент облегчения и волнения для пловцов. Действительно, они воспользовались этой возможностью и вошли в воду, чтобы начать плавание. Были ли препятствия, которые им пришлось преодолеть во время путешествия? Да, они столкнулись с различными проблемами, от непредсказуемых течений до усталости. Чтобы выдержать такой сложный подвиг, нужны огромная решимость и физическая сила. Совершенно верно. Их настойчивость и обучение в конце концов окупились. Давайте поднимем наши воображаемые флаги победы и отметим их триумф над природой. Урок 9. Творческое сотрудничество. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались, почему Салливану пришлось писать музыку по сценариям Гилберта? Привет, Джон. Это интересное художественное сотрудничество между ними. В самом деле. Но почему Гилберт не мог написать слова для музыки Салливана?
Дело в специализации и разных творческих способностях. Итак, каждый из них сосредоточился на своих областях знаний. Именно так. Гилберт преуспел в написании остроумных и юмористических сценариев, а Салливан сочинял прекрасные мелодии. Их партнерство, должно быть, представляло собой идеальное сочетание талантов. Совершенно верно. Вместе они создали вечные и любимые произведения. Удивительно, как два человека могут объединиться, чтобы создать нечто необычное. Совместная работа часто раскрывает лучшие навыки каждого человека и улучшает конечный результат. Давайте поднимем наши воображаемые творческие флаги и отметим силу художественного сотрудничества. Урок 10. Изучение местных ресторанов. Привет, Анна. Как насчет еды? Какие местные рестораны можно попробовать? Конечно, привет, Джон. Есть много местных закусочных с вкусной кухней. Мне не терпится попробовать местные блюда и познакомиться с кулинарной сценой. Нам стоит попробовать рыбный ресторан на пляже. Он известен своими свежими уловами. Звучит фантастически. Я обожаю морепродукты, особенно свежеприготовленные. В центре города также есть уютное кафе, где подают аппетитную выпечку и кофе. Отлично. Мне нравится ходить по причудливым кафе и наслаждаться чашечкой хорошего кофе. Не будем забывать о продуктовом рынке в центре города. Здесь вам предложат разнообразные блюда интернациональной кухни. Отличное предложение. Мы можем попробовать блюда разных кухонь в одном месте. Мы также не должны упустить шанс попробовать местную уличную еду. Это уникальный опыт. Я согласен. Уличная еда часто позволяет заглянуть в местную культуру и кулинарные традиции. У нас есть из чего выбирать. Это будет кулинарное приключение. Спасибо, что поделились этими рекомендациями. Я ценю ваш кулинарный опыт. Урок 11. Обретение счастья. Привет, Анна. Тебе не кажется, что всем иногда грустно? Безусловно, привет, Джон. Это естественная часть человеческого опыта. Я стараюсь делать то, что делает меня счастливым, когда у меня возникает грустное настроение. Отличный подход. Очень важно найти способы поднять себе настроение. В самом деле, занятия, которые нам нравятся, могут помочь нам преодолеть эти моменты печали. Очень важно уделять приоритетное внимание психическому благополучию и стремиться к счастью в повседневной жизни. Совершенно верно. Окружение себя положительными впечатлениями и людьми может существенно изменить ситуацию к лучшему. Счастье часто заключается в простых удовольствиях и моментах благодарности. Давайте поднимем воображаемые флаги счастья и займемся стремлением к радости. Приветствую вас! Пусть мы обретем счастье как в больших, так и в малых вещах, которые может предложить жизнь. Совершенно верно. Давайте развиваем позитивное мышление и создадим жизнь, полную счастья и удовлетворения. Урок 12.
Планы осмотра достопримечательностей. Привет, Анна. У меня появилась идея. Нам следует составить план осмотра достопримечательностей на предстоящую поездку. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Заблаговременное планирование поможет нам максимально эффективно использовать время. Именно так. Мы не хотим пропустить ни одной достопримечательности или скрытых сокровищ города. Я так благодарна, что мы смогли вместе исследовать новое место. Делиться впечатлениями всегда веселее. Определенно. Итак, давайте начнем с изучения главных достопримечательностей города. Это хорошая отправная. Мы можем составить список мест, которые мы определенно хотим посетить. А затем мы можем проверить часы работы и стоимость входных билетов на каждый аттракцион. Чтобы эффективно спланировать маршрут, важно знать время и любые дополнительные расходы. Мы также должны учитывать близость этих достопримечательностей друг к другу. Мы не хотим тратить слишком много времени на поездки между местами. Это правда. Было бы идеально, если бы мы могли посетить близлежащие достопримечательности в том же районе в тот же день. Мы можем отметить их на карте и посмотреть, какие из них сгруппированы для эффективного осмотра достопримечательностей. Урок 13. Здоровье вокала. Привет, Анна. Знаете ли вы, что при осмотре горла врачом также важно убедиться, что уши и горло имеют нормальный вид? Безусловно, привет, Джон. Комплексное обследование обеспечивает общее состояние вокала. Очень важно заботиться о нашем голосовом аппарате, особенно если мы регулярно пользуемся голосом. Регулярные осмотры могут помочь выявить любые проблемы и предотвратить потенциальные проблемы с голосом. Верно. Соблюдение правил гигиены вокала очень важно для певцов, актеров и ораторов. Правильное увлажнение и предотвращение нагрузки на голосовые связки – ключевые методы поддержания здоровья голоса. Также важно разогревать и охлаждать голоса до и после интенсивного использования. Совершенно верно. Мягкие упражнения и вокальный отдых помогут предотвратить усталость и травмы голоса. Давайте поднимем воображаемые вокальные флаги и поставим во главу угла благополучия наших голосов. Урок 14. Дегустация вкусов. Привет, Анна. Вы заметили множество разных сортов этих напитков? Безусловно, привет, Джон. Мир напитков предлагает широкий выбор вкусов и предпочтений. Многие люди ценят вкус алкогольных напитков, но многие также любят безалкогольные напитки. Это правда. Замечательно, что каждый найдет что-то для себя по вкусу и случаю. Выбор безграничен, от мягких вин до хмелевого пива и освежающих коктейлей. Кроме того, безалкогольные напитки, такие как безалкогольные коктейли, травяные чаи и фруктовые соки, являются прекрасной альтернативой. Удивительно, как в разных культурах есть свои традиционные напитки с уникальным вкусом. Да, знакомство с различными напитками может стать способом познакомиться с кулинарным наследием той или иной культуры. Также интересно, как напитки могут дополнять разные блюда. Совершенно верно. Сочетание правильного напитка с едой может улучшить общее впечатление от ужина.
Давайте поднимем наши воображаемые бокалы и поднимем тосты за богатый мир напитков. Урок 15. Бескрайние горизонты. Привет, Анна. Разве не удивительно, как одно из самых важных изобретений современности позволило людям путешествовать намного свободнее и преодолевать гораздо большие расстояния? Безусловно, привет, Джон. Достижения в области транспорта открыли целый мир возможностей. Самолеты произвели революцию в путешествиях, сделав их быстрее и доступнее, чем когда-либо прежде. Невероятно, как теперь мы можем исследовать разные страны и знакомиться с разными культурами. И давайте не будем забывать о поездах, которые предлагают живописный и непринужденный способ путешествовать по пейзажам. Совершенно верно. Путешествие на поезде позволяет нам оценить красоту окрестностей. Изобретение автомобилей также дало нам свободу путешествовать на автомобиле и открывать для себя скрытые сокровища. А с развитием технологий мы можем легко планировать поездки и получать доступ к ценной туристической информации. Онлайн-платформы и приложения упростили бронирование жилья и поиск местных достопримечательностей. Удивительно, как путешествия стали революционным опытом, расширяющим наши перспективы. Давайте поднимем наши воображаемые паспорта и покорим просторы мира, которые ждут своего исследования. Урок 16. Цена конфликта. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались о траншеях, вырытых из земли во время войн? Безусловно, привет, Джон. Эти окопы стали мрачным напоминанием о трудностях и жертвах солдат. Удивительно, что иногда сотни тысяч людей погибали в боях, которые длились всего несколько дней. Война — это разрушительная реальность, которая на протяжении всей истории унесла огромные человеческие жизни. Отвага и стойкость, проявленные солдатами перед лицом опасности, поистине удивительны. Душераздирающе думать о семьях и близких, чьи жизни навсегда изменились в результате войны. Война также оказывает долгосрочное воздействие на общество, формируя курс развития стран и оставляя шрамы, на заживление которых могут уйти целые поколения. Крайне важно стремиться к мирным решениям и учиться на ошибках прошлого. Память об уроках истории поможет нам предотвратить повторение таких трагических событий. Совершенно верно. Развитие дипломатии, взаимопонимания и сочувствия может привести нас к более мирному миру. Давайте поднимем наши воображаемые оливковые ветви и выступим за гармонию и единство между народами. Урок 17. Гоночные стратегии. Привет, Анна. Вы когда-нибудь слышали о легендарной тактике, которую используют спортсмены в гонках? Безусловно, привет, Джон. Некоторые спортсмены делают все возможное, чтобы получить преимущество и обеспечить себе победу. Удивительно, как в одной из гонок он даже симулировал травму в середине гонки и восстанавливался как раз вовремя, чтобы одержать победу. Это довольно хитрая стратегия. Это показывает, на что готовы пойти некоторые спортсмены, чтобы перехитрить своих конкурентов. В самом деле, гонки — это не только физическое мастерство, но и умственная ловкость и стратегическое мышление. Интересно, как разные спортсмены используют разные тактики, чтобы опередить конкурентов.
Некоторые бегуны предпочитают уверенно стартовать и сохранять лидерство, в то время как другие стратегически экономят энергию для финального рывка. А в командных видах спорта спортсмены часто координируют свои усилия, полагаясь на командную работу и эффективную коммуникацию. Время также имеет решающее значение. Знание того, когда следует сделать шаг или воспользоваться возможностью, может сыграть решающую роль. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между скоростью, выносливостью и принятием тактических решений. Давайте поднимем наши воображаемые финишные линии и насладимся захватывающим духом соревнований. Урок 18. Эффективные приветствия по голосовой почте. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались о важности приветствий по голосовой почте? Безусловно, привет, Джон. Приветствия по голосовой почте играют решающую роль в эффективном общении. Очень важно иметь четкое и лаконичное сообщение, информирующее абонентов о том, почему вы не можете отвечать на их звонки. Совершенно верно. Если вы недоступны или находитесь в отпуске, важно сообщить об этом в записанном приветствии. Хорошо составленное приветствие на голосовой почте может определить ожидания и при необходимости предоставить альтернативную контактную информацию. Это также возможность произвести профессиональное и дружеское впечатление на звонящего. Именно так. Вы можете использовать свое приветствие, чтобы выразить благодарность, успокоить или даже указать предполагаемое время возвращения. А если вы работаете в профессиональной обстановке, важно поддерживать официальный тон приветствия по голосовой почте. С другой стороны, в личной обстановке вы можете раскрыть свою индивидуальность и сделать приветствие более непринужденным. Давайте поднимем наши воображаемые телефоны и будем стремиться к тому, чтобы поздравления по голосовой почте оставляли положительный и продолжительный эффект. Приветствую вас! Пусть наши поздравления по голосовой почте отражают наш профессионализм, теплоту и уважение к другим. Урок 19. Погодные условия на американском Западе. Привет, Анна! Вы когда-нибудь замечали уникальные погодные условия на американском Западе? Безусловно, привет, Джон. Погода в этом регионе может быть очень интересной и разнообразной. Интересно, что к востоку от прибрежных гор в большинстве случаев идут сильные дожди. Да, эти горные хребты служат барьерами, заставляя облака выделять влагу при подъеме. Это явление резко контрастирует между более влажной западной стороной и более сухой восточной стороной. Удивительно, как эти географические особенности формируют климат и экосистемы в этом районе. Совершенно верно. Доступность воды сильно влияет на типы растительности и дикой природы в каждом регионе. И давайте не будем забывать о периодических грозах и молниях, которые дополняют живописный пейзаж. Это как театральное представление природы, демонстрирующее ее силу и красоту. В самом деле, важно ценить и уважать силы природы, формирующие наше окружение. Давайте поднимем воображаемые зонтики и насладимся постоянно меняющимися погодными условиями американского Запада. Урок 20. Изучение Вселенной. Привет, Анна! Вы когда-нибудь посещали планетарий, чтобы исследовать чудеса Вселенной? Безусловно, привет, Джон. Планетарии — это захватывающий опыт,
который позволяет нам отправиться в путешествие по космосу. Невероятно, как они воссоздают ночное небо, демонстрируя небесные тела такими, какими они выглядят сейчас. Да, мы можем наблюдать красоту звезд и созвездий, какими они выглядели тысячи лет назад. Это все равно, что вернуться назад во времени и познакомиться с древними чудесами нашей Вселенной. Кроме того, планетарии также дают представление о том, как развивалось наше понимание космоса. Совершенно верно. От древних цивилизаций до современных научных открытий — это захватывающее сочетание истории и науки. Удивительно, как технологии позволяют моделировать просторы нашей Вселенной в замкнутом пространстве. Это не только образовательное, но и увлекательное занятие, что делает его приятным занятием для людей всех возрастов. Давайте поднимем наши воображаемые телескопы и продолжим исследовать тайны и красоту космоса. Приветствую вас! Пусть наше увлечение Вселенной вдохновит нас искать знания и ценить необъятность нашего бытия. Урок 21. Охота за сокровищами на дворовых распродажах. Привет, Анна! Ты когда-нибудь искала сокровища на дворовых распродажах? Безусловно, привет, Джон. Распродажи во дворе могут стать золотым рудником для поиска уникальных и доступных товаров. Удивительно, какие вещи продаются на дворовых распродажах. Вы можете найти практически все, что можно найти в доме или во дворе. Безусловно, разнообразие, от мебели и бытовой техники до одежды и электроники, безгранично. И давайте не будем забывать о скрытых сокровищах, таких как винтажные предметы коллекционирования, антиквариат и уникальные произведения искусства. Это как попадание в сокровищницу, где вы никогда не знаете, на какой ценный предмет вы можете наткнуться. Действительно, нежелательное имущество одного человека может стать заветной находкой другого. Кроме того, распродажи во дворах дают возможность поддержать местные сообщества и сократить количество отходов, подарив вещам вторую жизнь. От этой ситуации выигрывают все. Вы можете найти отличные предложения, внося свой вклад в устойчивые и экологичные методы. Давайте соберем воображаемые сумки с покупками и отправимся на поиски сокровищ на следующей распродаже во дворе. Приветствую вас! Пусть наши приключения приведут нас к неожиданным сокровищам и незабываемым находкам. Урок 22. Невидимые жизни. Привет, Анна! Вы когда-нибудь думали о невидимых жизнях, которые существуют в наших городах? Безусловно, привет, Джон. Под поверхностью происходит так много всего, что часто остается незамеченным. Душераздирающе думать о тех, кто дрожит в подвалах домов, пытаясь найти убежище. Да, бездомность – насущная проблема, и есть люди, которые спят на городских улицах в суровых условиях. Это яркое напоминание о том, что среди блеска и гламура есть люди, сталкивающиеся с огромными трудностями. Для нас важно признать эти невидимые реалии и работать над созданием более инклюзивного общества. Совершенно верно. Мы должны стремиться выразить сострадание и поддержку тем, кто маргинализирован и незаметен. Это напоминание о том, что каждый заслуживает достоинства и возможности процветать независимо от обстоятельств.
Давайте поднимем свой голос и выступим за социальные перемены, поощряя сочувствие и понимание в наших сообществах. Урок 23. Формирование Кабинета министров. Привет, Анна. Вы следили за недавними событиями при назначении главных министров. Безусловно, привет, Джон. Всегда интересно наблюдать за тем, как происходит формирование Кабинета министров. Завтра назначены главные министры, что является важным шагом в формировании правительства. Да, это основная команда, которая будет принимать ключевые решения и политику в стране. Однако назначение других министров обычно занимает немного больше времени из-за различных факторов. Это сложная головоломка баланса между опытом, представительством и политическими альянсами. Я надеюсь, что процесс будет тщательным, чтобы обеспечить отбор лучших людей на каждую должность. Очень важно иметь компетентных и преданных своему делу людей, способных эффективно удовлетворять потребности людей. Совершенно верно. Правильно сформированный кабинет министров может оказать значительное влияние на прогресс и благосостояние нации. Давайте будем следить за развитием событий и надеяться на правительство, которое будет работать на благо общества. Приветствую вас. Пусть формирование кабинета министров приведет к гармоничному и процветающему будущему нашей страны. Урок 24. Эффективное общение. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь приходилось выступать с речью по важному делу? Безусловно, привет, Джон. Выступление перед другими людьми для повышения осведомленности может оказаться непростой задачей. Помню, как у нас была кампания по сбору средств на исследование рака. Это было непростое занятие. Обмен миссией и историями, лежащими в ее основе, может стать мощным способом вовлечь и вдохновить других. Совершенно верно. Важно выбирать слова, которые находят отклик у аудитории и подчеркивают актуальность проблемы. Общение на эмоциональном уровне может помочь людям понять, какое влияние может оказать их поддержка. И дело не только в контенте, но и в доставке. Уверенность и ясность очень важны. Да, предварительная тренировка и использование эффективного языка тела могут повысить эффективность сообщения. Также важно сохранять позитивный и обнадеживающий тон даже при обсуждении сложных тем. Совершенно верно. Пробуждение чувства оптимизма может побудить других присоединиться к делу и изменить мир к лучшему. Давайте продолжим отстаивать важные цели и использовать наши слова для достижения позитивных изменений. Урок 25. Привлечение к переменам. Привет, Анна. Вы когда-нибудь переживали значительные изменения, которые полностью изменили вашу жизнь? Безусловно, привет, Джон. Перемены могут быть одновременно захватывающими и сложными, особенно если они меняют привычный распорядок дня. Помню, как Стив переехал в новую страну. У него все было не так, как он привык. Обычно сначала возникает культурный шок, когда вы сталкиваетесь с совершенно новой средой. Стиву пришлось адаптироваться к другому образу жизни, и ему потребовалось время, чтобы приспособиться и найти свое место. Бывает тяжело, когда все вокруг кажется другим, и вам приходится ориентироваться в незнакомых обычаях.
Но со временем Стив принял изменения и понял, что разнообразие может неожиданным образом обогатить его жизнь. Совершенно верно. Знакомство с разными культурами расширяет наши перспективы и позволяет нам расти как личности. Важно подходить к новым начинаниям непредвзято и с готовностью принять неизвестное. Перемены могут стать катализатором личностного роста и открыть для себя новые увлечения и возможности. Давайте побудем себя и других выйти из зоны комфорта и насладиться красотой перемен. Урок 26. Свободное время. Привет, Анна. Как ты обычно проводишь свободное время после долгого дня? Привет, Джон. Мне нравятся разные занятия, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Как насчет тебя? Ну, после работы я обычно смотрю телевизор и ем что-нибудь поесть. Это помогает мне расслабиться. Звучит как уютный способ расслабиться. Телевидение может стать источником развлечений и побега. Это действительно так. Иногда мне также нравится звонить другу по телефону и приятно поболтать. Это отличный способ связаться. Общение с друзьями может освежать и поднимать настроение. Приятно делиться впечатлениями и наверстывать упущенное. Совершенно верно. После звонка я обычно нахожу удобное место и сажусь, чтобы почитать хорошую книгу или послушать музыку. Похоже, это идеальный способ провести досуг. Книги и музыка могут перенести нас в разные миры. Конечно, они могут. Удивительно, как они могут вызывать различные эмоции и будоражить наше воображение. Давайте не забудем уделять приоритетное внимание досугу и занятиям, которые приносят нам радость и расслабление. Приветствую вас. Пусть моменты нашего отдыха будут наполнены счастьем и омоложением. Урок 27. Планирование развлечений с детьми. Привет, Анна. Я тут подумала, что нам еще нужно, когда мы пойдем в парк с детьми. Может, возьмите с собой и их любимые игрушки, чтобы было веселее. Привет, Джон. Это отличная идея. Важно, чтобы дети развлекались. Как вы думаете, какие еще вещи нам следует взять с собой? Помимо их любимых игрушек, мы могли бы взять с собой несколько игр на открытом воздухе, таких как мяч или фрисби. Таким образом, они смогут заниматься разными видами деятельности. Звучит превосходно. Разнообразие – ключ к тому, чтобы они были увлечены и воодушевлены. Мы также можем взять с собой одеяло для пикника и закуски, чтобы немного перекусить. Отличное предложение. Пикник даст детям возможность отдохнуть и зарядиться энергией, прежде чем они вернутся к игре. Совершенно верно. Важно учитывать уровень их энергии и предоставлять им возможность зарядиться энергией. Я согласен. Также неплохо взять с собой солнцезащитный крем и головные уборы, чтобы защитить их нежную кожу от солнца. Защита от солнца очень важна, особенно в солнечные дни. Мы хотим обеспечить им безопасность и комфорт во время пребывания в парке. Определенно. А если говорить о безопасности, не мешало бы взять с собой некоторые основные средства первой помощи, такие как пластыри и антисептические салфетки, на случай мелких несчастных случаев. Это разумная мера предосторожности. Лучше быть готовым к любым неприятностям, какими бы незначительными они не были. Совершенно верно.
Наконец, не забудьте взять с собой бутылочки с водой, чтобы дети могли избежать обезвоживания во время наших приключений на свежем воздухе. Гидратация играет ключевую роль, особенно во время физических нагрузок. Важно побуждать детей пить достаточное количество воды. Согласовано. Итак, вкратце, мы привезем их любимые игрушки, игры на открытом воздухе, одеяло для пикника, закуски, солнцезащитный крем, головные уборы, предметы первой помощи и бутылки с водой. Я что-то пропустил. Это все, что я могу придумать. Похоже, мы хорошо подготовлены к веселому дню в парке с детьми. Я тоже так думаю. Очень важно предоставлять им различные виды деятельности и заботиться об их благополучии. Совершенно верно. Учитывая их предпочтения и потребности, мы можем обеспечить приятный и безопасный отдых для всех участников. Я с нетерпением жду улыбок на их лицах, пока они весело играют со своими любимыми игрушками и играют на свежем воздухе. Я тоже. Это будет незабываемый день веселья и смеха. Давайте также позаботимся о том, чтобы запечатлеть драгоценные моменты на наших фотоаппаратах. Отличная идея. Мы создадим незабываемые воспоминания об этой особенной прогулке с детьми. Я уже могу представить себе радость и волнение. Это будет фантастический день. Спасибо, что предложили эти идеи. Добро пожаловать! Я рада, что мы смогли вместе провести мозговой штурм. Это будет прекрасное время как для детей, так и для нас. В самом деле, давайте сделаем этот день незабываемым. Увидимся в парке. Увидимся там. Приготовьтесь к дню, полному веселья и приключений. Урок 28. Планирование поездки по магазинам. Привет, Анна. Я подумала, что скоро будет интересно пойти по магазинам вместе. Что скажешь? Привет, Джон. Похоже на план. Я всегда готов пойти на шопинг-терапию. Куда нам идти? Как насчет посещения нового торгового центра, который только что открылся в центре города? Я слышал об этом много хорошего. Звучит захватывающе. Я как раз собирался это проверить. Это будет прекрасная возможность посмотреть, что нас ждет в магазине. Совершенно верно. Всегда полезно быть в курсе последних тенденций и открывать новые магазины. Не могу не согласиться с этим. Кроме того, делать покупки вместе приятнее, и мы можем дать друг другу советы по моде. Это правда. При примерке разных нарядов всегда полезно узнать второе мнение. Определенно. Мы также можем перекусить в одном из ресторанов торгового центра во время шопинга. Отличная идея. Покупки и рестораны идут рука об руку, и это даст нам возможность восстановить силы и расслабиться. Я уже жду этого с нетерпением. Есть ли что-то особенное, что вы надеетесь найти во время нашего похода по магазинам? Я ищу новую пару кроссовок и несколько повседневных рубашек. А как же ты? Мне нужно обновить свой летний гардероб, поэтому я буду искать платья, юбки и, возможно, аксессуары. Похоже, у нас есть готовый список покупок. Будет интересно посмотреть, что привлечет наше внимание. Совершенно верно. Никогда не знаешь, какие скрытые сокровища можно обнаружить,
исследуя разные магазины. В этом прелесть шопинга. Дело не только в том, чтобы найти то, что вам нужно, но и в том, чтобы наткнуться на неожиданные сокровища. Не могу не согласиться с этим. Именно азарт охоты превращает шопинг в настоящее приключение. Есть ли у вас любимые бренды или магазины, которые вы хотели бы посетить в торговом центре? У меня есть несколько фаворитов, но я также открыт для знакомства с новыми брендами. В конце концов, разнообразие — это изюминка жизни. Я чувствую то же самое. Давайте проявим непредвзятость и заглянем в разные магазины, чтобы получить максимум удовольствия от поездки по магазинам. Определенно. Попробовав разные стили и выйдя из зоны комфорта, вы можете сделать несколько удивительных открытий. В этом и заключается дух. Я в восторге от нашей экскурсии по магазинам. Это будет отличный способ провести время вместе и весело провести время. Я полностью согласен. Дело не только в покупках, но и в компании и воспоминаниях, которые мы создадим. Это то, что делает обмен опытом особенным. Я рада, что мы планируем эту совместную поездку по магазинам. Я тоже. Это будет незабываемый день. Не могу дождаться, когда смогу пойти с тобой за покупками. Точно так же. Давайте сделаем этот день незабываемым. Скоро увидимся. Урок 29. Гибкость переговоров. Привет, Анна. Я заметила, что правила проекта слишком жесткие. Можем ли мы обсудить вопрос о большей гибкости? Привет, Джон. Я понимаю твои опасения. Гибкость необходима для адаптации к неожиданным ситуациям. Какое предложение вы имеете в виду? Думаю, было бы полезно более гибко подходить к срокам и подходу к достижению целей проекта. Я вижу, откуда ты родом. Важно найти баланс между структурой и адаптивностью. Как вы предлагаете нам действовать дальше? Одна из идей заключается в создании основы, позволяющей вносить коррективы в зависимости от развития проекта. Таким образом, мы сможем приспособиться к непредвиденным обстоятельствам. Звучит разумно. Очень важно иметь план, который можно было бы изменять по мере необходимости. Как бы вы предложили внедрить эту структуру? Мы могли бы регулярно регистрироваться для оценки прогресса и обсуждения любых необходимых изменений. Это позволит нам не сбиться с намеченного пути и при этом сохранить гибкость. Я согласен. Регулярное общение играет ключевую роль в информировании всех и своевременном решении потенциальных проблем. Как часто вы предлагаете нам проходить такие проверки? Думаю, было бы полезно проводить еженедельные совещания, на которых мы могли бы проанализировать состояние проекта и при необходимости внести коррективы. Похоже, это хороший план. Еженедельные совещания проводятся достаточно часто, чтобы оставаться в курсе событий и при этом не мешать нашему рабочему процессу. Именно так. Это обеспечивает баланс между поддержанием согласованности действий всех и обеспечением целенаправленной работы в перерывах между совещаниями. Мы также можем использовать это время для мозгового штурма идей и устранения проблем. Мне нравится идея использовать время встречи для совместного решения проблем. Это способствует командной работе и творческому мышлению. Сотрудничество необходимо для успешного проекта. Привлекая команду к принятию решений и решению проблем, мы можем использовать опыт и перспективы каждого. Я полностью согласен.
Это воспитывает чувство ответственности и позволяет членам команды работать с максимальной отдачей. Кроме того, гибкое мышление позволит нам изучить альтернативные решения и адаптировать наш подход на основе новой информации или отзывов. Совершенно верно. Гибкость открывает путь к инновациям и усовершенствованиям. Важно проявлять непредвзятость и готовность к переменам в случае необходимости. Я рад, что мы едины во мнении о важности гибкости. Это будет способствовать общему успеху проекта. Я тоже. Я верю, что наша готовность адаптироваться и найти общий язык приведет к более продуктивному и плодотворному сотрудничеству. Я ценю ваше понимание и готовность проявить больше гибкости. Это свидетельствует о вашей приверженности достижению наилучшего результата. Спасибо. Я ценю ваш вклад и верю, что вместе мы сможем найти правильный баланс между структурой и гибкостью. В этом и заключается дух. Давайте вместе создадим проектную среду, способствующую росту и адаптирующуюся к меняющимся обстоятельствам. Не могу не согласиться с этим. Вперед к успешному и гибкому проекту. Приветствую вас. Давайте воплотим это в жизнь.